Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем такую классную сумочку. Она может подойти вам просто для прогулок, для пляжа или послужить в качестве шопера. Получается очень прикольная, красивая и классная. Вяжется легко и очень быстро, а прослужит вам очень долго. У нашей сумочки будет кожаное дно. Вязать будем из полиэфирного шнура. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. На сумочку у меня ушло 3 таких моточка по 50 метров. Ширина шнура 4 мм. Цвет называется бежевый. Кожаное донышко я заказывала на Яндекс.Маркете. Здесь у меня 34 отверстия. Крючок не толстый и спиц у меня 5,5. Начинаем вязание с середины боковушки. Вводим крючок в отверстие, подводим рабочую нить, оставляя небольшой кончик, и вытягиваем петельку. Вводим в следующее отверстие, вытягиваем еще одну петлю. Вводим крючок в несколько отверстий, вытягиваем 3-4 петельки. Убираем крючок и вставляем в наши петли спицы. Протягиваем спицу. Далее вводим крючок в следующие несколько отверстий. Снова вытягиваем несколько петелек. Убираем крючок. Вводим спицу в следующие петельки. Следите за тем, чтобы петельки были примерно одинаковой длины. Так мы продолжаем набирать по всему периметру донышка. Я заканчиваю наборный ряд. 2 петельки. Вставляю спицу. Вот что у нас получается. Первый ряд теперь мы провязываем лицевыми петлями. Донышко жесткое, поэтому первые ряды вязать будет неудобно. Потом дело пойдет легче. Провязываем все петельки лицевыми. Я заканчиваю ряд. Следующий ряд у нас ряд изнаночных петель, и нам надо будет делать прибавочки из протяжек. Первую петлю провязываем изнаночной, далее протяжку между петельками накидываем на левую спицу вот таким образом, провязываем изнаночной за переднюю стенку. Следующая петля у нас снова изнаночная. Далее прибавка из протяжки. Накидываем на спицу, провязываем скрещенной изнаночной. Снова одна изнаночная. Прибавка из протяжки. Таким образом мы увеличиваем количество петель в 2 раза. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда на спицах у меня будет 68 петель. Я довязала ряд. Вот что у нас выходит. Теперь без прибавок будем чередовать лицевые ряды и изнаночные ряды. И так будем вязать на нужную нам высоту до ручек. В этом ряду у нас все петельки лицевые. Я довязываю ряд. Начало ряда у нас там, где хвостик. Теперь ряд изнаночных, и так будем чередовать ряды.
Вот что у нас должно получаться. На этом этапе донышко уже не мешает вязанию, и вязать становится легко. Продолжаем вязать на нужную нам высоту. Посмотрите, какое красивое сочетание цветов, как классно донышко оттеняет сумочку. На этом этапе у меня израсходовано 2 моточка. Когда у меня заканчивается нить, я просто присоединяю хвостик от следующего мотка и продолжаю вязание. А потом в конце вязания уже соединяю и прячу все кончики с изнаночной стороны. Вот здесь, например, у меня было соединение первого и второго моточка. Подтяну ниточки и закреплю их с изнанки. Сейчас продолжаем вязать. На ручке я оставляю примерно половину мотка. Мы провязали половину моточка. Теперь нам надо распределить все петельки. Понадобится 4 маркера. Делим все петли пополам. У меня 68 петель. На переднюю и заднюю часть сумочки у меня по 34 петли. 34 петли я делю на 3, выделяя центральную часть. У меня получается 11 петель, 12 и 11. Отсчитываю 11 петель, вешаю маркер. Далее 12 центральных петель. Тоже вешаю маркер. На второй половинке сумочки то же самое. Выделяю центральную часть, 12 петель. Между маркерами у нас будут формироваться ручки для сумки. Довязываем ряд до нашего первого маркера. Маркер убираем. Теперь будем закрывать петли нашей центральной части. Одну петлю провязываем, накидываем на нее предыдущую петлю. Следующую петлю провязываем, накидываем предыдущую. Таким образом закрываем все петельки до маркера. 12 тех петель, которые мы выделили. Довязывая последнюю петельку, убираю маркер и вяжу до следующего маркера. Иду ко второй половинке сумочки. Дошли до нашего маркера, убираем его и аналогичным способом закрываем 12 петель до следующего маркера. Одну петлю провязываем, накидываем на нее предыдущую петлю. Закрываю последнюю петельку. Убираю маркер и довязываю ряд до конца. Следующий ряд у меня ряд изнаночных. Довязываю до тех петель, которые мы закрывали.
Вот здесь у нас первая ручка сумочки будет. И нам надо добрать 12 петель. Берем ниточку вот таким образом и делаем перекрут из петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом добираем 12 петелек. Вот они, наши петельки для ручки сумки. Подводим рабочую нить к открытым петлям и продолжаем вязать ряд. Здесь у нас изнаночные петельки. Дошли до следующей ручки нашей сумочки. И таким же образом добираем 12 петель. Набрали 12 петель. Подводим вязание к открытым петелькам и продолжаем ряд. Довязали ряд и далее снова чередуем ряды по нашему рисунку, по узору. Один ряд лицевые, один ряд изнаночные. Здесь у нас начинается наша ручка. Мы будем провязывать не за переднюю стенку, не вот так, а за заднюю, то есть как бы скрещенно. Хорошо затягиваем, провязываем все наши набранные петельки лицевыми. И далее уже продолжаем вязание по кругу, чередуя лицевые и изнаночные ряды. Вяжем так на нужную нам высоту сумочки, на нужную высоту ручек. Я буду провязывать 6 рядов. Пришло время закрывать петельки сумки. Такая у нас ручка получается. Закрываем следующим образом. Одну петлю провязываем лицевой, следующую лицевой, накидываем на нее предыдущую петлю. Хорошо затягиваем. Снова провязываем лицевую, накидываем на нее предыдущую. И так закрываем все петельки по кругу. По краешку нашей сумочки должна получаться вот такая косичка. Затем прячем все кончики, закрепляем с изнаночной стороны. Я пришила бирочку, и сумочка готова. Посмотрите, какая классная она у нас вышла. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.